Доброе утро. Я обратила внимание, что я не записала с вами приветствие, хотя уже много разных роликов потом записала, так что сейчас с вами поздороваемся. У нас сегодня праздник Рош ха-Шана, так что всем израильтянкам Хаг Самеах, Шана Това Уметука. Это как бы с праздником, хорошего вам года и сладкого года. Так что дай Бог, чтобы этот год был нормальным. А в нашем человечестве мы сейчас с Шайлей едем покупать подарок на семье. Сегодня вечером мы у них. И я хочу встретиться с девочкой, которая хочет купить две мои сумки. Я сейчас вам поставлю ролик, я записала отдельный ролик. Я вам их показываю, сейчас покажу. И надеюсь, у нас это получится. Так что поехали. Перед тем, как я убегаю, хочу вам показать. Я надеюсь, что сегодня эти две сумочки обретут новый дом. И новая хозяйка будет получать от них огромное удовольствие и носить их с удовольствием, чего не получилось у меня. Я показывала вам в своем видео о коллекции. Вот эту сумку Ребекка Минков. Кстати, была одна из самых популярных ее сумок, потому что она очень напоминает шанелевскую, поэтому я ее и продаю. Это мой какой-то гвоздик в голове, мне сложно с ней ходить из-за того, что она супер напоминает шанелевскую, но она была их супер бестселлером, она распродалась очень-очень быстро. Так, ее я продаю, и также продаю, я вам уже говорила, Марк Джейкобс. Не потому, что Марк Джейкобс плохая, она мне подошла по моим параметрам. Я достаточно девушка крупных параметров, то есть, как сказать, округленных, вот, правильное имя, правильное название, правильное имя. И для меня такие сумки просто не подходят. Они мне квадратные вот эти сумки, да, camera bag, они просто мне не подходят. И вот это моя Marc Jacobs. Хочу отметить, что эта сумка, она постоянно в новых коллекциях. Она сейчас во всех новых коллекциях, на всех сайтах. My Teresa, Farfetch, Marc Jacobs, Shopbop. Везде, короче, она есть в полную цену. Вот, поэтому я ее тоже хочу продать и надеюсь, что новая хозяйка захочет ее купить. Мы с ней встречаемся, она на них посмотрит и решит. Здрасте, давно вы меня в зеркале не видели. Outfit of the day. Рубашка Zara, штаны Castro, обувь Pons, сумка Longchamp. Ну вот. Такие вот аутфит. И Нетвер сейчас садит. Мой ребенок со мной едет. Не дал маме самой потусить, так что да, поехали. Мы уже приехали домой, ничего не успела вам снять. У кого есть такая машина, не покупайте такие машины, ребята. В жару этот просто кондиционер не тянет. Фу, ужасно, так жарко. Я хочу вам показать ничего интересного, но смотрите. Мы купили здесь подарок. Одна сумка ушла, вторая осталась со мной. Купили девочке подарок. У нее такой, знаете, он просто упакованный, как Лего, Джамбо Лего, просто шикарный, с игрушками животными. И вот такой подарок мы купили. Принято в Новый год израильский покупать что-то для дома обычно. Две досточки, я знаю, что его родителям нужно. И вот такие блюдца. Два маленьких, одно большое для салата, для там... Ну, что вроде, правда? Но самое еще, что я вам хочу показать, девочка, которая продала сумку Marc Jacobs, принесла мне просто фантастический подарок. И это вообще, я была в полном шоке. Мне было очень удобно. Света, большое тебе спасибо. Столько сладостей. Море сладостей, мартини. Вообще, очень-очень неудобно, что я получила столько всего вкусного. Подарок маленькому ребенку, пластырь. Ну, бери. Бери. Это не подарок. Ну, просто так. Пластыри были симпатичные. Сейчас. Бегом. זה ופל? וואו! חיבוקי. תודה. Ну, תפתח. Открывай, תפתח. לא, תני לאבא. הנה חיבוקי, מי בחרת? Макша. Это то, что мы выбрали. Я выбрала версию спорт. Мне показалось, не знаю. Он немножко такой сладковатый, но приятный запах. Ох, я переоделась. Мы готовы в этот
Нецер, тихо. В этот праздник принято одеваться в белое. Я одела вот такой вот блузон. Он достаточно прозрачный. Мой бюстгальтер подходит под штаны. Но меня это не смущает, если честно. Вообще меня никогда прозрачные вещи не смущали. Одела фурлу. Раз уж зеленый в этом сезоне у нас моднявый, поношу. И остался в тех же штанах и в тех же босоножках. То есть у нас... Что это у меня здесь за пятно? То есть у нас такой look from day to night. Потому что мы едем к Нецера родителям. Это очень такая, как сказать, не праздничная обстановка, а домашняя, если вы понимаете, что я имею в виду. Такой домашний праздник. Поэтому, да, мне в этом будет классно, комфортно просто. И потом покажу, как я ходила девочек, но мы просто в двух белых платьях. Одна пошла, собака родителей Нецера. Один ребенок. Доброе утро. Лайфхак переработки. Видите эту бутылку? Это у нас сейчас модно в кибуце. Снимаешь, моешь. Это из-под паста. Господи. Ну, томатная паста такая, да? Натуральная, кстати, хорошая паста, вкусная. Сделана из помидорчиков шерри маленьких. Вот, можете посмотреть, какой тут состав. Так вот, моем, снимаем бирку и туда ставим какую-то сухую ветку. Прям как эта бутылочка из-под пива, просто она достаточно маленькая. Такая, ну, половинка бутылки стандартной. А еще Нецер сделал маленькую шакшуку сегодня на завтрак быстренько. Помните, когда-то 10 лет назад мы вам снимали? До сих пор этот рецепт есть, до сих пор этим рецептом мы пользуемся. Так что, да, приятного аппетита. Мы идем смотреть машину нашего папы, которая у нас сломалась. Нецера машина сломалась, не работает, не заводится. Ребенок, пошли! Она там всех букашек, таракашек, муравьешек и всех, кого только можно. Со всеми просто так. Ну вот нам туда, куда-то, далеко посередине где-то. Вон она там где-то беленькая справа. Идут русу туристу облику морали. Вперед, давайте, еще одна. Немножечко хочу вам показать, господи, я что зацепила. Смотрите, оливки. Можно будет узнать где-то в следующем месяце и их собирать, да? Они всегда зеленые. Обычно здесь кладут такие зеленые брезенты, такой зеленый материал. Их бьют в дерево, оно падает. То есть оно падает, оливки падают, их собирают. В большие-большие коробки отвозят в арабские деревни и делают из них масло. Плачущая ива. Сколько много гранатов. Сейчас мы один стащим. Есть тут еще, смотрите, плод, называется хавуш. Я не знаю, как это ни по-русски, ни по-английски. Его есть так нельзя, он очень кислый, его нужно варить и делать из него варенье. У нас тут маленький лесок, и можно полить маленькие кустики, которые дают возможность выращивать, то есть которые выращивают. Мы пришли оттуда с леса. Шли, дошли. Давай, Рюшка, иди наверх. Отстали от Нецера, отчаяли где-то они. Уже, наверное, дома. Мы пока полили каждый кустик. В общем, бежим домой. Такие облака. Друзья мои, привет. Пока у меня дома все спят, я решила немножко, наверное, закончить этот влог, который у меня немножко не особо идет. Ну, ладно, как есть. Такие влоги тоже иногда полезны, правда? И что еще? Ну да, закончить. У нас сейчас хорошая погода, у нас так пасмурно, но не представляете, такое чувство, что пойдет дождь. Но кто живет в Израиле, знает, когда пасмурно, это обязательно не значит, что пойдет дождь. Это ничего не значит, это просто значит, что есть тучи на небе, но дождя можно не ждать. Сегодня у нас как бы праздник, Новый год. Вчера был вечер Нового года. Новый год в Израиле, праздник Рош ха-Шана, он празднуется по еврейскому календарю. Сейчас это 5782 год наступил. Но по еврейскому календарю он не в цифрах, а в буквах. По-моему, это Тавшин Пейбет. Вот. И да, это один из самых больших праздников в Израиле. В общем, вчера был как бы вечер праздника, так всегда все израильские праздники, то есть еврейские праздники, они начинаются с вечером и переходят на дни. То есть праздник сам происходит вечером. Примерно
как Новый год. Вот, в общем, значит, праздник вчера был вечером, и сегодня у нас 2 выходных, сегодня и завтра 2 выходных, и мы дома. Вот, и вообще сейчас, мы только как бы сегодня утром вышли с изоляции, но из-за того, что мы вчера уже сделали анализ, то мы вчера себе позволили выйти с изоляции, то есть даже не мы, а младшая дочка у меня типа была в изоляции, там что-то непонятное, ну ладно, разберемся с этим потом. Девочка у нее в группе заболела, но она заболела, и, в общем, это было 5 дней после того, как они виделись, мы узнали, что она заболела, а в эти 5 дней она уже делала отрицательный анализ, поэтому я не поняла, зачем нам нужна была изоляция. Но евреи, они в Африке евреи. А это так, я утрирую, да? Что еще вам рассказать? И сегодня 7 сентября, как ни странно, именно сегодня у нас годовщина, 9 лет мы с Нецером, мы 9 лет назад была наша свадьба. И да, так интересно, что сегодня именно в новый израильский Новый год наша годовщина. Но мы ничего не делаем. И даже утром Нецер ко мне подходит и говорит: поздравляю. Я говорю, с чем? У нас в паре Нецер обычно помнит все числа, а я нифигаулишки не помню. Как бы я помню все день рождения и все, но вот такие вот числа там я не особо. Вот, ну, ладно, это так. Что вам еще рассказать? Ну, вот и все. И пока мы дома и занимаемся домашними делами. В общем, все очень просто. Подарки я вчера показала. Сумку я Марку Чайковс продала. Девочки, как я счастлива, что ее продала. Для меня это... Я не знаю, почему. Она мне настолько не подходила, мне настолько хотелось ее передать в какие-то хорошие руки. И я так счастлива, что ее продала. Осталась Ребекка Минков. Кто хочет, можете мне писать. Ребекку Минков, я могу сказать, я буду продавать за 200 шекелей. Кому интересно, 200 шекелей, это примерно 50 евро. Так что, если вы хотите, пишите мне или в комментариях, или на имейл, или в личку в инстаграме. You choose, как говорится. Вот. И вообще навела просто грандиозный порядок в своих вещах. Мои друзья все знают, потому что каждый день я пишу кому-то: это надо, то надо, это надо. Поменяла все вешалки в шкафу. Я думаю, что на тему видео о моем шкафе, как я его привела в порядок, я все-таки вам доделаю это видео, потому что я его еще не доделала, нужно его доделать, доснять, отредактировать. Я думаю, что, может быть, в субботу оно будет лайв на канале. Ну, вот такие вот у нас пока последние новости. Еще в Израиле вообще такой цирк творится, если честно, знаете, цирк. Почему я об этом говорю? Потому что вчера мы были у Нецера родителей. Нецер родители живут тоже в кибуце. Кибуц, который находится недалеко от города Афуа. Но он находится прямо напротив тюрьмы. Одной из самых охраняемых тюрем Израиля, из которой позавчера смогли убежать 6 заключенных. И когда сейчас слушаешь подробности о том, что произошло, то просто смешно и неудобно, потому что такой абсурд, такое стечение обстоятельств. Одна там уснула на вышке, которая смотрела за вышкой, а с другой вышки никто не смотрел, потому что никого не было из-за праздников. Они целый год этот туннель рыли. Конкретно в эту ночь один из заключенных, а это 6 террористов, да, один из заключенных попросил спать в другой камере. В общем, это Израиль, детка. У меня просто нету других слов. Но и самое интересное, что когда мы вчера ехали к родителям Нецера, поскольку это через дорогу прямо, то есть это через дорогу и через поля. Нет, через поля и через дорогу. Следующее поле, и там эта тюрьма, она такая двойная. Мне не было, не по себе, знаете, все-таки едешь. Там у них кибуц немножко... Привет. Отличается от моего кибуца. И мне было немножко, не по себе. Думаю, неужели мы будем там сидеть, на улице, праздновать праздник? И вообще вот такая ситуация. Их пока пытаются словить эту шестерку. В общем, насколько я сегодня из новостей поняла, они где-то до сих пор бродят. Их не словили. Я так поняла, что они до сих пор на территории Израиля. В общем, я надеюсь, их словят. Папа спит. Ладно, ребята, на этой болтовне я с вами буду прощаться. Шайли, хочешь сказать что-то? Сказал мой ребенок. Ну ладно, давайте до субботы.